Добрый день, дорогие друзья! Сегодня я хочу вам рассказать о вредных привычках. То есть мы знаем, что есть какие-то потребности тела, да? Вот нужно телу, например, там, какое-то вещество, которое есть в этом продукте. Мы приходим в магазин, и нам хочется вот этот продукт съесть сразу же. Да? Это правильная, нормальная, хорошая реакция, если мы слушаем свое тело. Но бывают у нас, к сожалению, и вредные привычки. То есть когда тело к чему-то привыкло, естественно, оно воспринимает эту привычку как потребность. И телу все время хочется это. Ну, например, если человек курит, естественно, ему постоянно хочется курить. Но это не значит, что эта привычка ему полезная. Нет. Желание это сделать, выполнить этот ритуал остается, а пользы-то от этого нет. Наоборот, это только вред. Поэтому и называется вредная привычка. Какие у нас бывают вредные привычки? Об этом мы сейчас с вами поговорим. Начали говорить про курение. В частности, да, курение тоже является вредной привычкой. Почему оно является вредной привычкой? Потому что, в отличие от какой-то зависимости, да, например, наркозависимость, зависимость от курения не возникает. Это именно привычка. Да? То есть, если, например, наркотик, который человек начал употреблять, встраивается в обмен веществ, и, соответственно, если человек перестает его употреблять, то это обмен веществ нарушается и вызывает физиологическую потребность у человека в приеме этого наркотического вещества. То подобные вещи с курением не происходят. Те вредные вещества, там у нас в основном говорят про никотин, но там не только никотин, там очень много смолы, всевозможные, много вредных веществ, они в наш обмен веществ не встраиваются. Поэтому физиологической зависимости от курения не возникает. Здесь именно привычка, сам ритуал, да, достать сигарету, взять ее в рот, там, поджечь ее, покурить, вдох-выдох. Этот ритуал, он является привычкой. На самом деле физиологической потребности курить вообще не существует. Эти вещества, которые в табаке содержатся, они не встраиваются в наш цикл биохимический. Поэтому здесь все гораздо проще. Но для того, чтобы избавиться от курения, во-первых, нужно захотеть это сделать. То есть нужно, чтобы человек понял, что он курением только вредит своему здоровью. Да? А во-вторых, нужно провести именно замену этого ритуала на какой-то другой. Да? Я, например, видел человека, который бросает курить, он вместо сигареты берет там карандашик в рот, да? Или там палочку какую-то, и все. Тот же самый ритуал проводит не с сигаретой, а с палочкой или с карандашиком. Таким образом можно заместить одно другим. И тогда, поскольку не возникает этого позитива от того, что вы не сигарету берете, а карандашик, да, то организм потихонечку от этой привычки уходит. Но, как я уже говорил, любая привычка у нас уходит за 45 дней, за 1,5 месяца. Поэтому 45 дней, хотите, не хотите, но если вы желаете избавиться и перестать курить, 45 дней вам нужно заниматься именно тем, что курить не сигареты, а именно что-то заменяющее. Да? То есть не курить, а обряд этот курения совершать с чем-то другим, не с сигаретами. Как избавиться от дурной привычки курить. Сразу хочу сказать, что на самом деле, конечно, здесь очень много всяких мифов и сказок по поводу курения. Да? Какие мифы? Что там курение вредно, оно это разрушает, это разрушает, это разрушает. Курение, конечно, приводит, то есть напрягает очень сильно наш организм. И поскольку там очень много отравляющих веществ, то, естественно, оно отравляет наше тело. Да, безусловно. Но реально, с точки зрения физиологии, единственная проблема, которая возникает из-за того, что человек много курит, это хронический бронхит.
Вот хронический бронхит или бронхит курильщика еще называется. Да, это реальное заболевание, которое возникает именно из-за того, что человек курит. Все остальное, там рак легких, там экзема, там еще что-то, мало имеет отношения к тому, что человек курит. Но у курения есть гораздо худшие последствия. Какие? Рассказываю. Дело в том, что когда человек курит, как мы уже только что сказал, идет отравление организма, и это очень сильно разрушает энергетику. То есть, когда человек каждый день курит, и особенно по многу, то, соответственно, энергетика этого человека будет очень слабенькой. А слабая энергетика имеет одну такую очень нехорошую особенность. Она легко пробивается чужеродными сущностями. Вокруг нас очень много сущностей, которые не могут получать, когда душа или сущность находится в тонком плане, они там не могут получать энергию. Но для существования там им энергия нужна. Соответственно, они тут же ищут как бы кому-то в чью-то ауру войти, чтобы стать паразитами, чтобы пользоваться энергией этого человека. Так вот, когда человек курит, он как раз является потенциальным носителем вот этих чужеродных сущностей. Потому что его аура ослабевает, а аура у нас энергетически является защитой от проникновения вот этих чужеродных сущностей. И когда защита становится слабой, соответственно, эти сущности легко садятся, в ауру человека входят и начинают питаться его энергией, что еще больше его энергию ослабляет. Вот это самый-самый большой негативный процесс, который происходит с курильщиками. Конечно, это не от того, что вы один раз одну сигарету выкурите, и у вас сразу же ауру погаснет. Нет. Это хронический курильщик, кто курит постоянно, они, к сожалению, они все без энергии, и, соответственно, они все с вот этими подселенцами. Которые пользуются, сосут их энергию. Вот такой момент есть. Это самый большой вред от курения. Вот это первая дурная привычка. Да? Дурная еще привычка есть пьянство. Но есть пьянство, есть алкоголизм. Да? Это разные вещи. В чем разница? Объясняю. Просто привычка употреблять достаточно регулярно алкоголь – это пьянство. Но поскольку алкоголь является естественным метаболитом нашего тела, то есть он в норме у нас до 100 мл этилового спирта вырабатывается в собственной печени каждый день. Поэтому алкоголь для нас это не что-то там чужеродное, а это естественный метаболит нашего тела. И если человек достаточно регулярно вводит алкоголь в свое тело, то это пьянство. Но чем пьянство, с одной стороны, хорошо может быть. Дело в том, что алкоголь является очень сильным стимулятором. То есть он хорошо и сильно повышает энергетику. Да? Помните, пьяному море по колено. Почему? Потому что человек наполняется энергией, выпил, наполнился энергией, ему совсем справиться, ему никаких преград нет. Помните, раньше во время войны бойцам давали перед атакой 100 грамм боевых, называлось. Да? Для чего? А именно для этого, потому что алкоголь является великолепным стимулятором. Он повышает энергетику, но повышает энергетику только на какое-то время, на то время, пока он не разложился. Когда происходит разложение алкоголя, то его продукты распада являются как раз ядовитыми веществами. Да? Именно поэтому человек, когда выпивает, а когда наступает синдром похмелья, то есть разложение этого выпитого алкоголя и интоксикация, то это похмелье, тут болит, все плохо, все разваливаюсь. Да? Такие последствия алкоголя, к сожалению, есть. Почему я очень рекомендую не злоупотреблять алкоголем. Это первый момент. И второй момент, когда пьянство переходит в алкоголизм, то что это происходит? Когда? Когда человек достаточно регулярно и постоянно принимает алкогольные напитки. Неважно, какие напитки принимает. Вы можете пить водку, можете пить пиво, не имеет значения. Вы употребляете алкоголь. Если это происходит достаточно регулярно, то ваша печень перестает сама вырабатывать алкоголь в достаточном для тела количестве.
И вот тогда уже эта психологическая зависимость от алкоголя переходит в физиологическую зависимость. И это уже будет называться алкоголизм. Когда физиологическая зависимость. Да? Если психологическая, в чем разница? Психологическая, вы можете силой воли отказаться от употребления алкоголя. То когда физиологическая зависимость, когда человек алкоголик уже, он не может отказаться от этого. Потому что иначе у него будет возникать вот тот самый синдром похмелья, когда вот все плохо, все не так, все. Это вот как у наркомана, который пытается бросить употреблять наркотики. Вот здесь тот же самый абсолютный эффект идет. Вот. Поэтому здесь надо разделять. Пьянство – это дурная привычка, алкоголизм – это уже болезнь. Это уже физиологическая зависимость от алкоголя. Поэтому такое разделение есть. Хотя, в общем-то, мы не очень хорошо это все понимаем. То есть для нас все это, алкоголик, он и есть алкоголик. Вот на самом деле разница есть, и разница, как я уже только что объяснил, достаточно существенная. Поэтому, если человек еще физиологически не зависим от алкоголя, то силой воли он может отказаться от приема алкогольных напитков. Вот. А если он алкоголик, то, к сожалению, только там какими-то дополнительными терапевтическими средствами. Просто так самостоятельно он отказаться не сможет. Вот такой нюанс есть. Хотите реально понимать, что происходит с вашим телом и как себе помочь без таблеток? Ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Здесь я делюсь уникальными методами самостоятельного восстановления здоровья. Какие еще бывают дурные привычки? Еще последнее время, к сожалению, очень активировалась дурная привычка ругаться матом. Вот особенно заметно это на школьниках. Я не знаю, почему учителя не запрещают им. Может быть, они тоже с своими учениками разговаривают на матах. Но вот идешь мимо школы, и между собой школьники, они не ругаются. Они просто общаются с использованием матерных слов. К сожалению, вот это так. Почему это плохо? Они не знают. Им никто не рассказал, почему это плохо. Поэтому они, может быть, думают, как вот раньше было принято там школьники курить. Вот они такие взрослые, потому что они вот уже курят. Вот. А может быть, теперь это просто привычка материться. Это как бы тоже показатель того, что вот я крутой, я такой уже взрослый, я уже могу материться. Может быть, и с этим связано, я не знаю. Но сразу говорю, что это те, кто управляет миром, они специально навязывают культивируют эту дурную привычку в детях. Для чего? А потому что мы уже говорили с вами, что задача тех, кто управляет миром, уменьшить поголовье населения на планете. 9 миллиардов, а нас уже 9-й миллиард пошел на планете, никому здесь из тех, кто управляет, не нужно. Да? Они написали свои планы на скрижалях в штате Джорджия, и там первым пунктом, что на Земле должно жить не более 500 миллионов. А нас уже в 16 раз больше. Вот. Поэтому что они делают? Уменьшают поголовье населения, стараются убить как можно больше людей. Вот. И в частности, вполне возможно, что это делается целенаправленно именно вот через привычку ругаться матом. Почему привычка матом убивает? А элементарно просто. Во-первых, это слова, сакральные слова, которые оказывают разрушительное действие на наше ДНК. Разрушают наше ДНК. Да. Вот. Раньше, вот помните, раньше называлось поле боя, называлось поле брани. Брань – это и есть как раз употребление матерных выражений. То есть раньше не мечами сражались, там, саблями друг с другом, воины, а они бранились друг на друга. Выходит одна армия, выходит другая, и начинается брань. Эти бранятся на тех, а те на этих. Вот. К чему это приводит? Это разрушает ДНК. То есть в будущем, соответственно, нарушается возможность передачи своего нормального состояния своему потомству. Поэтому девочки, которые ругаются матом или при которых ругаются матом, они, как правило, в 90% случаев либо потом не могут родить ребенка, вообще не могут, да, потому что разрушаются их хромосомы, вот, либо рождают какого-нибудь уродца генетического, потому что разрушены хромосомы. Это 90%. Представляете себе? Вот. Естественно, детям об этом никто не рассказывает. Они об этом не знают. Вот. И девочки, к великому сожалению, тоже очень часто ходят и матерятся. Вот. И ходят вместе с мальчишками, которые тоже матерятся при них. Но если мальчик ругается матом при девочке, при своей, это уже показатель того, что он ее ни во что не ставит, и он вообще ее не ценит и не уважает абсолютно.
Это уже показатель. Поэтому уже поэтому девочке не надо было бы общаться с таким парнем, который ее не уважает. Да? Во-первых. А во-вторых, я говорю, такая девочка рискует остаться без потомства, без детей, либо с больным потомством, с генетическим, причем, нарушением всякой. Конкретно был пример. Приходила ко мне пациентка, приводила мальчика своего ребенка, 6 или 7-летнего, с болезнью Дауна. Вот. Ну, мы там поработали, все сделали, что нужно. Вот. А потом она звонит мужу и просит, чтобы он приехал, забрал их на машине. Вот. И я слышу, что муж в трубке, он не ругается, он просто разговаривает со своей женой на матах. Вот все сразу понятно, вот почему у вас ребенок Даун. Вот потому что вы в семье разговариваете на матах. Вот конкретный пример. Вот. Матерные выражения являются чем-то вот записанным у нас на генетическом уровне. Вот именно поэтому они разрушают генетику, когда мы их употребляем просто так вот в повседневной жизни. Но они, условно их можно назвать защитой, когда происходят какие-то жизненно опасные ситуации в жизни. Да? То есть, например, упал человек с балкона с 9-го этажа, пока он летит, он не стесняется выражений. Он, может быть, никогда в жизни не матерился, никогда в жизни не ругался. Вот. Но вот тут он обязательно вот это все выльет. Вот. Почему? Потому что ситуация, когда жизни опасна. Вот, все неврологи, кто работал в стационарах, они знают, что если у человека в результате инсульта происходит нарушение речи, человек перестает говорить, то когда речь начинает восстанавливаться, первые слова, которые человек начинает употреблять, это матерные слова. Я говорю, человек, может быть, никогда в жизни не матерился, но первые слова, которые он начинает говорить, так происходит. То есть это не потому, что человек хочет. А так вот первые слова, которые восстанавливаются, это мат, матерная брань. Да, к сожалению, это так. Вот это именно показатель того, что это все генетические вещи. И если вы просто так употребляете бранные вот эти матерные выражения в повседневной жизни, вы разрушаете свою генетику, вы разрушаете свою ДНК. Вот как это все устроено. Поэтому, дорогие друзья, очень рекомендую вам не материться в повседневной жизни, не использовать мат как простой разговор. Вот. И, естественно, отучить от этого своих детей. Вот. Что еще? Какие? Еще у нас есть вредная привычка, которая, к сожалению, навязывается нам медициной, нашей системой медицинской, через врачей. Почему? Это прием избыточного количества лекарств. Тоже это вредная привычка. Люди, к сожалению, верят врачам. Они думают, что врачи лечат. И врачи-то самое интересное, что врачи сами думают, что они лечат. Да? Почему? Потому что система, которая их обучает, их учит не лечить, их учат назначать лекарства. А ни одно лекарство, на самом деле, не убирает причину заболевания. Именно поэтому из учебников для медицинских вузов убраны причины заболеваний. 90% болезней идут беспричинные. То есть врачам не говорят, и они не знают, откуда и почему начинает развиваться заболевание. Соответственно, для того, чтобы якобы лечить это заболевание, просто убирают симптомы. Чем это делается? Совершенно верно, назначением лекарственных препаратов. Для чего? А для того, чтобы человек всю жизнь, чтобы, не дай бог, он перестанет болеть, ему тогда не надо покупать лекарства. Да? Вот, а нужно тем, кто управляет, чтобы он всю жизнь ходил в аптеку и брал лекарства, тратил свои деньги на покупку лекарств. Соответственно, пожизненно принимал препараты. Давление, вот вам от давления. Там желудок, вот вам от желудка. Сердце, вот вам от сердца. И человек пожизненно принимает гору лекарств. Вот это, к сожалению, многие, опять-таки, люди не понимают того, какой вред они себе этой горой лекарств наносят и продолжают принимать лекарства. Думая, что так нужно, думая, что это полезно, думая, что они таким образом лечатся.
фиг вам, на самом деле все гораздо хуже. Вот это тоже система, которая опять-таки призвана уменьшить поголовье населения на планете. Но, как я уже говорил, первая задача номер 1, это чтобы сделать так, чтобы людей стало поменьше, а вторая задача, на этом надо и заработать. И вот с помощью лекарств как раз вот эта вторая задача, и первая выполняется, и вторая тоже. То есть на этом те, кто управляет, всем этим хорошо, на этом тоже очень хорошо зарабатывают. Вот основные дурные привычки, дорогие друзья, от которых я очень настоятельно рекомендую вам избавиться. Как это сделать, я вам тоже все рассказал. Будьте здоровы и не имейте дурных привычек. Всего доброго.